Византизм и причины падения Второго Рима. Во времена, когда Западный Рим, так называемую Гесперию, разрывали на части германские племена, Восточный Рим вполне устойчиво существовал, несмотря на наплыв славян и булгар. Он пережил своего собрата на 5000 лет, став Вторым Римом, который на пике могущества едва не восстановил границы империи, но затем жался до размеров менее современной Турции. Политика Византии стала ее оружием. С помощью интриг, подкупа, хитрости и предательства она ослабляла союзы врагов, заставляла армии переходить на свою сторону и столетиями сдерживала опасных соседей. Такую политику назвали византизмом, по имени государства. Она имела свои плюсы и минусы. Византизм служит обозначением авторитарного, деспотического аграрного государства. В российской исторической и социально-философской литературе этот термин прижился вследствие того, что существует распространенное мнение о том, что внешние формы подобной организации общества во многом были заимствованы Россией из Византии, хотя схожие черты имели иные империи. Самоназванием Восточной Римской империи, начиная с III века и после захвата Константинополя турками в 1453 году, было несколько устойчивых и всем понятных оборотов и слов. Государство ромеев или римлян, Романии Ромаиде. Сами жители называли себя ромеями, ими правил римский император Василевс, а их столицей был Новый Рим. Именно так обычно назывался основанный Константином город. Однако прямую преемственность между Первым и Новым Римом провести нельзя. Византия была иной этнически, ведь доминировали в ней не собственно потомки римлян, а народы, когда-то наводнившие его восточную часть. Сирийцы, иудеи, армяне, немногочисленные потомки эллинов и римлян, подверглись колоссальной атаке славян, которые массово переселялись на Балканы и оставались там. Если добавить туда восточных германцев, булгар, персов и аланов, то получится примерно полная картина этнического коктейля Византии. Культурно, Византия куда больше находилась на Ближнем Востоке, чем в Риме. Еще до христианства там распространились южные культы, почитание Митры, иудаизм, причудливые смеси римского и греческого пантеона с язычеством Кавказа. А принятие христианства еще более закрепило именно ближневосточную часть. Книжность, внешние эффекты, морализаторство и отрешенность от мира, ставшие затем узнаваемыми признаками православия. Эллинские ценности, материальная и физическая красота, стремление к удовольствию, человеческие славы и почести, военные и атлетические победы, эротизм, рациональное философское мышление осуждались как недостойные христиан. Многие элементы античной культуры в Византии сохранились, правда изменившись до неузнаваемости и обретя новое религиозное содержание. Например, риторика стала гомилетикой, наукой о церковной проповеди, философия богословием, а античный любовный роман повлиял на географические жанры. В XIV веке на Западе критиковали развращенность византийского духовенства и объясняли ею успехи ислама. Например, Данте считал, что султан Саладин мог бы обратиться в христианство и даже поместил его в своей божественной комедии в Лимбе, особом месте для добродетельных нехристиан, но не сделал этого по причине непривлекательности византийского христианства. Византию считали государством тираническим, где формально император избирался и не мог передать власть по наследству, но на деле он обожествлялся и правил исключительно лично и деспотически. Отсюда же массовость убийств правителей и постоянные предательства императоров своими же родными. Государством культурно бесплодным. За 1000 лет Византия не оставила ничего, кроме архитектуры, многотомных религиозных диспутов и богословских работ. Государством тотального застоя и мракобесия, где порицалось любое прогрессивное творчество, а идеалом была монашеская жизнь. Причем явно ориентального ключа, ближе к идеалам иудизма, с его уходом от мира, книжным фанатизмом, нежели раннего христианства. Государством, погрязшим в роскоши и разврате. Действительно, обилие золота и внешних эффектов составляли отличительные признаки Византии. Сохранились византийские инструкции, согласно которым во время приезда в Константинополь высокопоставленных послов в императорский дворец со всей округи следовало свозить драгоценности, чтобы продемонстрировать гостям возможности византийского двора. Интриганство в Византии было настоящим искусством и государственным делом.
Ничего не обходилось без коррупции, подводных камней, заговоров, свержений одних и взлетов других. По этой же причине Византия не участвовала активно в крестовых походах, так как умудрялась сотрудничать и с мусульманами, и с христианами. Поэтому же случались массовые погромы франков, так как часть византийцев симпатизировала восточному миру. По любому поводу в Византии возникали группировки противоположных интересов, заговоры и тайные дела. Характерный пример придворной интриги приводит в своей хронике анонимный хронист, вошедший в историю как продолжатель Феофана. У византийского императора Льва Мудрого был приближенный по имени Самона, он занимал должность паракимомена, постельничего. Случилось так, что слуга этого Самоны, Константин, понравился императрице и был также приближен ко двору. Это вызвало ревность Самоны, который решил во что бы то ни стало и жить Константина. Самона оклеветал Константина перед императором, обвинив его в мнимой связи с императрицей, и тот был пострижен в монахи. Однако впоследствии император сменил гнев на милость и вернул Константина ко двору. Тогда Самона, чтобы избавиться от своего слуги раз и навсегда, изготовил письмо, подделав почерк Константина, в котором возводил всяческую клевету на императора. Когда император нашел письмо, он не смог распознать почерк и стал искать автора письма. В результате проведенного дознания один из сподвижников Самоны указал на него как на автора. В результате Самона был удален от двора, а новым паракимоменом стал его бывший слуга Константин. Перестарался. Византия была обществом ксенофобии и презрения к прочим народам, считая себя истинными римлянами и христианами, бесконечно выше прочих, особенно западных еретиков-латинян. Высокомерие и снобизм настолько стали ассоциироваться с византийцами, что не вызывали удивления. Между нами и ими утвердилась величайшая пропасть вражды. Мы не можем соединиться душами и совершенно расходимся друг с другом, хотя и бываем во внешних сношениях и часто живем в одном и том же доме. Император и церковь в Византии были единым целым. Термин «симфония» у ромеев означал союз императорской власти как главы еще и церкви. Его фигура и трон обожествлялись, а сам он признавался как правителем людей, так и посланником Божьим. При этом из 104 императоров Византии только 34 умерли своей смертью. Политика в стране отсутствовала. Единственным политическим инструментом, кроме императора и его двора, была церковь. Особая черта византизма – велеречивость. Мудрецы империи прекрасно умели унизить, оскорбить, перевернуть то, что им не нравилось, и переубедить собеседника. Более прямая западная мораль находила эти увертки отходом от христианской модели служения правде, в угоду мирским интересам. Арабы также не любили едкое византийское умение переиначить и переспорить оппонента. Сама же византийцы считали это доказательством превосходства своей культуры. Греки – великие говоруны, великие спорщики, софисты по природе постоянно вступали в религиозные споры. Так как монахи пользовались большим влиянием при дворе, слабевшим по мере того, как он развращался, то получилось, что монахи и двор взаимно развращали друг друга, и что зло заразило обоих. В результате все внимание императоров было поглощено тем, чтобы то успокаивать, то возбуждать богословские споры, относительно которых замечено, что они становились тем горячее, чем незначительнее была причина, вызвавшая их. Мракобесие заходило так далеко, что арабы и византийцы, оба склонные к мистицизму, даже войны вели согласно гороскопов, что приводило к курьезам. По свидетельству Лиутпранда Кремонского, западного дипломата, посетившего Константинополь. Во время войн византийцы и арабы сверяют свои данные по одним гороскопам, так что когда византийцам предрекается победа, они наступают, а арабы бегут, и наоборот. Скоро софистика и полемика вытеснила настоящие науки, и соседние народы заметили, как за этим неумело скрываются настоящие простаки и неучи. Если бы мусульмане знали, что христиане, и в особенности византийцы, не имеют ни наук, ни литературы, ни глубоких познаний, но всего лишь мастера в ремесла, то они бы никогда не удостоили их звания цивилизованных людей и вычеркнули их имя из книги философов и ученых, утверждал Аль-Джахис. Прогресс обходил Византию стороной, а империя мало изменилась со времен еще Западного Рима. Греки читали древние книги, о них же спорили в полемике, их мораль была двойной, а часто отсутствовала совсем, когда Византию окружили турки. То многие из них вместо защиты родины
стали изобретать сложные теории о симбиозе с новыми врагами, о том, что турки лучше латинян и нужно принять это. Ретроградность, аморальность, показная роскошь и интриганство загнали Вязанию в тиски упадка и глухого застоя, который и привел ее к краху. Были ли плюсы у Византии? Безусловно. Ее модель оказалась крайне устойчивой. Империя жила длительное время без сильной армии, отрезанной от важнейших путей, в кольце мощных врагов и не показывала признаков развала. Несмотря на тиранию, императоры не получали права на престол пожизненно и передавали их детям, а выбирались элитой. Часто действовало несколько императоров одновременно, если кто-то был явно недееспособен. Поэтому кризисы власти были частыми, но куда мягче. Культурная экспансия Византии была успешной, захватила большую часть славянского мира, все Балканы и часть Кавказа. Имела влияние в Сирии и Северной Африке за счет мягкой силы. Гибкость политики Византии вошла в историю. Можно назвать это аморальностью, но успешность отрицать нельзя. Натравливая одних на других, предавая и изворачиваясь, ромеи веками держали врагов в ослабленном состоянии. Россия во многом переняла византийские традиции управления, что стало и ее силой, и источником слабостей. Российская империя откровенно считала себя наследницей Константинополя и грезила о его возврате. После падения Константинополя возникло множество легенд о том, при каких обстоятельствах город вернется христианам. Одной из них была легенда о священнике, проводившем службу в храме Святой Софии во время штурма города турецкими войсками. Когда турки ворвались, стены собора раздвинулись и укрыли священнослужителя. Легенда гласила, что в тот день, когда город будет освобожден от мусульман, этот священник закончит прерванную когда-то службу. Незадолго до Крымской войны в России широко распространилось предание, что именно через 400 лет после падения города, в 1853 году, над Святой Софией снова воссияет крест. Именно в это время Николай I начал очередную русско-турецкую войну. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.